Тема «Инцидент на Корфу» также именует захват Корфу, кризис на Корфу, итальянское вторжение на Корфу. Дата 29 августа, 27 сентября 1923 год. Итог соглашения между Италией и Грецией под эгидой Лиги наций. Итак, инцидент на Корфу был дипломатическим и военным кризисом 1923 года между Грецией и Италией. Он был вызван тем, что итальянский генерал Энрико Теллини, возглавлявший комиссию по урегулированию пограничного спора между Албанией и Грецией, был убит на греческой территории вместе с членами своего штаба. В ответ Бенито Муссолини выдвинул ультиматум Греции, и когда он не был принят в целом, направил войска для бомбардировки и оккупации Корфу. В общем, в 1923 году Теллини был в составе итальянской делегации, направленной Лигой наций для урегулирования пограничного спора между Грецией и Албанией. Он был застрелен вместе с членами своего штаба недалеко от города Янина на пути к албанской границе. Ответственные лица так и не были найдены. Инцидент мог быть осуществлен любой из сторон. Однако итальянцы под руководством Бенито Муссолини обвинили греческую сторону. Греческая сторона отказалась от ответственности. Так как итальянцы назвали виновной Грецию, в стране начались антигреческие выступления. Греческое правительство отрицало ответственность и обвиняло албанских бандитов. Бенито Муссолини потребовал от Греции репарации, возмещения ущерба в размере 50 миллионов лир и плюс казни убийц. Итог. 31 августа 1923 года итальянские войска заняли Корфу. Муссолини бросил вызов Лиге наций и заявил, что Италия уйдет, если она выступит арбитром в кризисе. Вместо этого конференция послов в конечном итоге предложила соглашение в пользу Италии. Это была ранняя демонстрация слабости Лиги наций. Во время Итало-Турецкой войны 1911-12 годов Италия оккупировала южные Спарады или Додеканес, архипелаг у берегов Турции с преимущественно греческим населением. В соответствии с соглашением Венизелоса-Титони от 1919 года Италия пообещала уступить Греции Додеканес за исключением Родоса в обмен на признание Греции итальянских претензий на часть Анатолии или Малой Азии. Поясняю, соглашение Венизелоса-Титони было секретным, не имеющим обязательно силы соглашением между премьер-министром Греции Венизелосом и министром иностранных дел Италии Титони в июле 1919 года во время Парижской мирной конференции. Соглашение было попыткой достичь договоренности по поводу конфликтующих территориальных претензий двух стран. Греция обязалась поддержать итальянские претензии на Влерун и установление итальянского протектората над Албанией, плюс части Малой Азии и Анатолии. Италия обязалась поддержать территориальные претензии Греции на Северный Эпир и передать Греции Додеканес, за исключением острова Родос, который останется под итальянским правлением до тех пор, пока Кипр не будет уступлен Греции и Великобритании. В августе 1922 года Италия формально отказалась от соглашения. Победа турецкого национального движения в войне за независимость Турции положила конец всем планам раздела Анатолии или Малой Азии к 1922 году. И Муссолини придерживался мнения, что поскольку итальянцы были изгнаны из Турции, это отменяло обязательство уступить Додеканес Греции. Греки продолжали оказывать давление на Муссолини по вопросу Додеканеса, и летом 1923 года он приказал усилить итальянский гарнизон на Додеканесе в рамках своих планов по формальной аннексии островов Италии, что заставило Грецию выпустить ноты протеста. В мае 1923 года во время визита в Рим министр иностранных дел Великобритании лорд Джордж Натаниэл Керзен сказал Муссолини, что Великобритания уступит Джубайленд и Джарабуб или Джакбуб Италии в рамках общего урегулирования всех претензий Италии, заявив, что итальянцы должны урегулировать свои споры как с Югославией, так и с Грецией в качестве части цены. По условиям Лондонского договора или Лондонского пакта 1915 года, по которому Италия вступила в Первую мировую войну, Великобритания пообещала уступить Джубайленд и Джарабуб Италии. Лондонский договор, пакт 1915 года, был секретным соглашением между Италией и странами Антанты, подписанными в Лондоне 26 апреля 1915 года представителями Италии, Великобритании, Франции и России. Соглашение определяло условия вступления Италии в Первую мировую войну. И поскольку Муссолини основал фашистскую партию в 1919 году отчасти в знак протеста против искалеченной победы 1918 года, поскольку Италия не получила всю территорию, обещанную Лондонским договором, Джубайленд и Джарабуб имели чрезмерное символическое значение в Италии, далеко не соизмеримое с реальной стоимостью этих территорий. Получение Джубайленда и Джарабуба означало бы, что Италии пришлось бы урегулировать спор с Югославией, спор об островах с Грецией. Ни по одному из них Муссолини не хотел идти на компромисс, хотя соглашение Милнера-Шалоя 1920 года обязывало Великобританию уступить Джубайленд и Джарабуб Италии. Впоследствии Британия дала объяснение, что итальянцы сначала должны урегулировать спор, связанный с Додеканесом.
По Лозаннскому мирному договору в июле 1923 года все союзные державы отказались от своих притязаний на Турцию, что сильно подорвало престиж Муссолини, поскольку он пообещал, как лидер, получить все территории, за которые итальянцы сражались в Первой мировой войне, включая большой кусок Анатолии. Осудив своих предшественников как слабых лидеров, которые привели к искалеченной победе 1918 года, и пообещав, что он будет сильным лидером, который отменит искалеченную победу, Муссолини к лету 1923 года столкнулся с реальностью. Италия была просто слишком слаба, чтобы достичь всего, включая его обещания. Тем временем между Грецией и Албанией возник территориальный спор. Для урегулирования спора была создана уполномоченная комиссия из официальных представителей Франции, Британии и Италии. Председателем комиссии был назначен итальянский генерал Энрико Теллини. С самого начала переговоров отношения между Грецией и комиссией были плохими. В конце концов, греческий делегат открыто обвинил Теллини в работе на Албанию. В июле 1923 года Муссолини приказал адмиралам КВМС, Королевским военно-морским силам Италии, начать подготовку к оккупации Корфу. Адмирал и министр ВМФ Италии приветствовал захват Корфу, полагая, что это покажет итальянскому народу важность военно-морского флота и приведет к увеличению финансирования. При этом о планах оккупации не было сообщено дипломатам в ожидании их сопротивления, что подтвердилось в дальнейшем. 27 августа 1923 года Теллини и его помощники попали в засаду и были убиты неизвестными недалеко от города Янина на греческой территории. Ни одна из жертв не была ограблена, инцидент произошел недалеко от спорной границы, следовательно, мог быть осуществлен любой стороной. Согласно итальянским газетам и официальному заявлению албанского правительства, нападение было совершено греками, в то время как другие источники, включая греческое правительство, его должностных лиц, а также румынского консула, указывали, что убийство было совершено албанскими бандитами. В апреле 1945 года посол Великобритании в Греции Реджинальд Липпер направил письмо министру иностранных дел Великобритании сэру Энтони Идену, в котором была выражена точка зрения, что именно чамские албанцы, чамы, несут ответственность за убийство генерала Теллини. В письме говорилось, что Дауд Ходжа, чамский албанский бандит, убил генерала Теллини и других офицеров. Обобщая самые последние свидетельства, историк Аристотель Каллис пишет: многое в инциденте, приведшем к убийству Теллини, остается неясным. Существует достаточно доказательств, подтверждающих аргумент греческого правительства о том, что преступники на самом деле были выходцами из Албании и незаконно пересекли границу, чтобы устроить засаду на машину в Греции и таким образом обвинить греческую сторону. После известия об убийстве в Италии вспыхнули антигреческие демонстрации. Австралийские газеты сообщали, что греческие газеты единодушно осудили преступление Теллини и выразили дружественные чувства по отношению к Италии. 29 августа 1923 года Италия направила Греции ультиматум, требуя: первое, официальных извинений итальянской дипломатической миссии в Афинах; второе, торжественных похорон в католическом соборе в Афинах в присутствии всего греческого правительства; третье, воинских почестей для тел погибших; четвертое, почести греческого флота итальянскому флоту, который будет отправлен в Пирей; пятое, смертную казнь для виновных; шестое, возмещение в размере 50 миллионов лир в течение 5 дней после получения ультиматума; седьмое, строгого расследования, проведенного быстро с привлечением итальянского военного атташе. Италия также требовала ответа на ультиматум в течение 24 часов. Греция ответила Италии 30 августа, приняв 4 требования со следующими изменениями. Первое. Комендант Пирей выразит сожаление греческого правительства итальянскому министру. Второе. Пройдет панихида в присутствии членов правительства. Третье. В тот же день отряд гвардейцев салютует итальянскому флагу в итальянской дипломатической миссии. Четвертое. Военные воздадут почести останкам жертв, когда их перевезут на итальянский военный корабль. Остальные требования были отклонены из-за нарушения суверенитета и чести Греции. Кроме того, греческое правительство заявило о своей полной готовности предоставить справедливое возмещение семьям жертв, и что оно не согласилось на расследование в присутствии итальянского военного атташе, но оно будет радо принять любую помощь, которую итальянский военный атташе мог бы оказать, предоставив любую информацию, которая могла бы облегчить обнаружение убийц. Муссолини и его кабинет были недовольны ответом греческого правительства и заявили, что это неприемлемо. Итальянская пресса, включая оппозиционные журналы, одобрила требования Муссолини и настаивала на том, что Греция должна выполнить все требования без обсуждения. Итог: решение Муссолини было воспринято с энтузиазмом во всей Италии. 31 августа
августа 1923 года эскадра итальянского военно-морского флота подвергла бомбардировке греческий остров Корфу и высадила от 5000 до 10 тысяч военнослужащих. Самолеты помогали атаке. Итальянский огонь был сосредоточен на старой крепости города, которая долгое время была демилитаризована и служила убежищем для беженцев из Анатолии, Малой Азии, и на городской полицейской школе, которая также была убежищем для беженцев. Бомбардировка продолжалась от 15 до 30 минут. В результате бомбардировки 16 мирных жителей были убиты, 30 ранены, и у двоих были ампутированы конечности, в то время как по другим данным 20 были убиты и 32 ранены. Среди жертв, по сообщениям, не было солдат, все были беженцами и сиротами. Большинство убитых были детьми. Итальянская бомбардировка была описана как бесчеловечная и отвратительная, неоправданная и ненужная. Префект Корфу, греческие офицеры и чиновники были арестованы итальянцами и содержались на борту итальянского военного корабля. Греческий гарнизон из 150 человек не сдался, отступив вглубь острова. После высадки итальянские офицеры опасались, что британские граждане могли быть ранены или убиты, и с облегчением обнаружили, что среди жертв не было британских подданных. Однако резиденция британского офицера, отвечавшего за полицейскую школу подготовки, была разграблена итальянскими солдатами. Муссолини в своей речи осудил греческое правительство за непонимание того, что Корфу был венецианским в течение 400 лет, прежде чем стать частью Греции в 1864 году. На протяжении всего кризиса Муссолини продолжал заявлять, что Корфу управлялся Венецией. Одной из немногих групп в Италии, которые возражали против бомбардировки, были высокопоставленные дипломаты Палаццо Чиджи, которые не были проинформированы. Многие из них, включая Сальваторе Конторини, постоянного секретаря министра иностранных дел, в день обстрела находились в отпуске. Во время кризиса Конторини вместе с итальянским делегатом Лиги наций, послом Италии во Франции, стали силой умеренности в итальянском правительстве. Они постоянно работали над тем, чтобы убедить Муссолини отказаться от своих все более экстремальных требований и пойти на компромисс. Муссолини, который стал премьер-министром только 28 октября 1922 года, был полон решимости утвердить свою власть, доказав, что он был нетрадиционным лидером, который не следовал обычным правилам дипломатии, а инцидент на Корфу стал первым столкновением между Муссолини и традиционными элитами Италии, которые, хотя и не возражали против империалистической политики, не любили безрассудный стиль Дуччи. В то время Италия вела переговоры с Великобританией о передаче итальянской империи Джубаленда в Восточной Африке и Джарабуба в Северной Африке. С точки зрения Палаццо Чиджи, успех этих переговоров частично зависел от представления Италии в качестве ответственного партнера Великобритании, которой угрожало опрометчивое поведение Муссолини, выраженное в бомбардировке и оккупации Корфу.